Дорогие зрители, здравствуйте! У меня гадание для Девы на март 2022 года. Я вас всех поздравляю с новой весной, желаю вам удачи и нежности. Однако хочу спросить, вот как вам удается уживать благополучно, как вам удается совмещать веселую весеннюю жизнь с Великим постом? В этот раз Великий пост, Великий ужасный, давайте так его назовем, начинается 7 марта. То есть даже наш любимый праздник 8 марта проходит как бы в постное время, в самую такую строгую неделю. Но для меня это всегда дилемма. То есть что делать? Радоваться солнцу или наоборот скорбеть и поститься? 3 карты девам на работу. Самое интересное. 1, 2, 3. В категории работа вам достаются 8 пентаклей, 9 мечей и король мечей. Разные карты, но неплохие в целом. 8 пентаклей. Карта очень упорядоченная. Ее называют картой вложений. Она заверяет, что ваш добродетельный труд, ваша хорошая работа будет продолжаться. Может быть, без особого движения, может быть, без особых результатов. Считается, что по 8 пентаклей вы либо учитесь, либо наращиваете навыки другим способом. Уместная карта для тех, кто на работе недавно. То есть в марте вы будете учиться лучше выполнять вашу работу. И если вы ищете работу, то вполне, да, возможно, вы ее найдете. Это будет вот именно такая работа, на которой вам сначала надо будет учиться. То есть работать под чьим-то руководством или пусть самостоятельно, но как-то вкладываться, осваивать что-то такое новое, причем скрупулезно. Здесь усидчивость какая-то требуется. Здесь работа или бизнес выглядит для вас как вложение, не как вот пожинание. Есть так, момент пожинания, то есть когда вы уже собираете все, что заслужили прежде, а здесь момент вложения, то есть будет возможность спокойно, несколько рутинно, скучновато, но все-таки поработать на будущее. Когда плоды от таких вложений будут? Через 6 или 8 месяцев. Даже такие сроки мы имеем. 9 мечей, несколько тревожная карта. Посмотрите, какая здесь выразительная иллюстрация в этой колоде. Девочка, мы видим, да, что она чего-то боится. Приснился кошмар. Так вот, 9 мечей действительно обещает страхи. Что-то вас напугает на работе или в работе. Напугает абсолютно напрасно, но вы пока в моменте этого не знаете, это выяснится потом. Переживать придется. 9 мечей всегда советует собственным страхом, сомнением, подозрением, опасением не доверять, потому что это напрасная трата нервов. Ну и король мечей. Ох, это очень понятный, заметный портрет вашего начальника. Король мечей, в отличие, кстати, от других королей в большинстве, обозначает именно мужчину либо вышестоящего, либо такого, которого надо послушаться. То есть здесь присутствие воли чужой, но воля не злая. Это, знаете, это даже хорошо, то есть это какой-то приход в вашу профессиональную или бизнес-жизнь человека ведущего, человека, который может посоветовать, взять на себя ответственность за вас или может вас куда-то порекомендовать. А здесь и, может быть, строго карьерного роста нету, но здесь есть зато человек, который покровительствует и способствует карьерному росту, какому-то будущему. Поэтому в целом карта обещает вам такой добродетельный труд под руководством, под чьим-то началом и с переживаниями. Ну, почему вы переживаете? Это вы, наверное, сами разберетесь, да? А мы пока знаем только, что переживаете напрасно. Ну, девы тревожные люди, педантичность, перфекционизм присутствуют и, конечно, не дают тревожность, естественно. Девам очень сложно быть легкомысленным, тем более в работе.
Ну, теперь про деньги. Ваш финансовый статус, состоятельность. Раз, два, три. Про деньги вам расскажут тройка мечей, печальная. Колесо фортуны, фартовая. И четверка жезлов, скорая. Прекрасная карта. Вот вместе, вот интересно, вроде бы так, кто не знает и не скажет, но на самом деле, вот представьте, что колесо фортуны и четверка жезлов, карты эти имеют очень-очень похожие, почти что одинаковые значения. Просто это старший аркан, а это младший. Но смысл, вот энергетика, у них вполне себе одинаковая. Младший арканов более прикладные события, какие-то более точные, конкретно описывают. А старшие описывают тенденцию или энергии космические, под которыми это все варится. Так вот, вместе эти две карты говорят, что в деньгах ждите перемены и очень счастливые. Быстрое разбогатение, скорые доходы, выгодные сделки, очень легкое извлечение прибыли, например, из собственного бизнеса. И вам везет, вам везет. То есть колесо фортуны – это перемены, которые как будто бы вы их и не звали, они вас вот подбрасывают к такому успеху. Единственное, что когда выпадают, тем более в паре, вот эти счастливые карты, не надо мешаться у судьбы под ногами. Это всегда опасно, потому что придавит. Вот. Не надо мешаться. Если праздник, повезло вам, например, нашли высокооплачиваемую работу, или бизнес ваш хорошо заработал, прибыли какие-то хорошие, радуйтесь, наслаждайтесь, веселитесь. Естественно, не жадничайте, потому что эти карты описывают довольно легкие деньги. А легкие деньги, вы знаете, только легко должны уходить, потому что они в противном случае сильно во вред пойдут. А вот период, когда можно не думать, не заботиться, принимать подарки судьбы, но и отдавать. Это крутящиеся, вертящиеся карты. То есть это предполагается ни в коем случае не застой. Круговорот денег в природе. И карта предупреждения, тройка мечей, она называется «Старые печали». Она говорит, что при очень благополучной вот такой финансовой жизни, при заработках, прибылях и разных таких выгодах, сердечко ваше будет колоть что-то все равно надоевшее, привычное, то есть старые или прошлые проблемы, воспоминания о прошлых долгах, какие-то старые печали. Тройка мечей к вам спешит, чтобы вы побыстрее, она советует, побыстрее все грустное, связанное с деньгами, забыть. Это может быть забыть период, когда у вас не было денег, потому что не было работы, вы искали работу. Тут все, можно успокоиться, вы нашли, вам платят чаще и больше, чем обещали. Разве же это плохо? Ну, конечно, это хорошо. Дальше любовь. Романтичное время, опять же, постное. Про любовь девам расскажут. Раз, два и три. Карты смерть, десятка жезлов и королева кубков. Разные карты. Но явно тема любви будет для вас не пустой. Старший аркан, здесь карта смерть. Ох, пугающее вот это слово и пугающее название, но на самом деле все скорее оптимистично. Карта эта обещает вам перемены в вашем личном или романтическом статусе, перемены в любую сторону, естественные. Карта смерть описывает всегда то, что даже если это драма какая-то, но это то, к чему шло, это то, о чем вы давно догадывались, просто не признавались себе, это то, без чего история бы не обошлась. И да, карта смерти может описывать конец любовной истории, конец отношений, конец брака даже, да, каких-то долгосрочных отношений. Но здесь нет внезапности, нет какой-то, знаете, парадоксальной, ну что ли, спешки или скорости.
То есть естественным образом. И угасает интерес людей к друг другу, например. Но это хорошо, это значит, что пришло время и освобождаются какие-то другие вещи. Если вы не предполагаете для себя расставание с любимым человеком, он вам нравится, он вас устраивает, то карту смерти расцените как предупреждение. Вы будете близки к какому-то кризису, и пока еще не поздно, от края этого пропасти надо развернуться плавненько и куда-то в другую сторону пойти. Десятка жезлов, карта гордецов, и карта, по которой все трудно. Она говорит, что трудно идет история, трудно даются отношения, вам приходится стараться. Даже если это новое знакомство, кстати, смерть может обещать новое знакомство, как бы взамен старому. Знаете, старое заканчивается, новое приходит, как это и должно быть. Так вот, старые или новые отношения, вы для них очень сильно стараетесь, как будто бы просто естественным путем соответствовать или поддерживать эти отношения вот не получается. Из гордости берете на себя какие-то обязательства, может быть, и какие-то отношения начинаете из гордости, просто потому что, не потому что влюбились, а потому что вам хочется похвастаться больше других, что у вас вот это вот есть. По десятке жезлов кто-то отстаивает отношения, борется за отношения, а кто-то с таким же напряжением борется за свою свободу от отношений. Понимаете, да? И здесь важно уже, что вы выберете. Вы в какой роли? Вы за или вы против? Вот так вот. Но женщинам-девам королева кубков обещает любовь, не что иное. То есть эта карта, вот она так и называется, наряду с некоторыми другими в колоде, она называется любовь. То есть для женщины-девы это чувство есть, которые приходят. Это возможность помириться или влюбиться, кого-то понять или простить, быть рядом с любимым человеком. В общем, это возможность проявить свою любовь, понимаете? С королевой кубков не идет речь про, например, невзаимную или платоническую любовь, да, потому что ее как бы не покажешь, не прояви. А здесь возможность и признаваться в любви, и кого-то куда-то звать, кому-то писать. Ну, прекрасно, да, открытое сердце для вас. Вот эта карта обещает возможность открыть сердце. И, кстати, то же самое советует. Если вам сейчас нужны советы, вы сомневаетесь, как себя вести в любовной истории, будьте открыты. Признайтесь кому-то в любви, нарушьте, сломайте шаблоны. Дальше семья. Ваша семейная и родственная жизнь, место жительства, недвижимость, квартира, дом. Что мы видим здесь? Карта жрица, двойка мечей и шестерка пентаклей. Пожалуй, начнем мы как раз с шестерки пентаклей. Она описывает активную помощь и активный обмен. Она говорит, что это будет для вашей семьи спокойное время, когда, во-первых, вы проведете его как бы вместе с родственниками друг друга, поддержите как-то. Это карта поддержки, в том числе и даже по большей части здесь идет поддержка. Это материальная. Здесь обмен ресурсами идет. Видите, здесь на шестерке пентаклей и рисуют сцену раздачи милостыни. Ну, как хотите, расцените. Либо это для вас подсказка: ступайте просить материальной помощи к родственникам, да, в соседнюю комнату. Вот. Либо это для вас указание кому-то помочь. Кто-то рядом с вами будет нуждаться и наверняка попросит. Если не попросит, то, может, вы и сами заметите. Вот. Ну, такая уютная карта, которая говорит, что в ваших семейных домашних делах все останется на своих местах, и все будет способствовать покою, расслабленности и покою. Карта жрица предлагает думать и оценивать. Она немножко отсылает вообще к женским энергиям. Отчасти это материнство, причем вот не активное, там, это не памперсы менять, это материнство как
осознанное какое-то, знаете, моральное бремя. Это в том числе и моральный выбор. Например, поддержать своего ребенка в каком-то сомнительном мероприятии или осудить, например, встать на какую-то другую сторону. То есть это вот карта жрица, это, ну, отчасти это такой моральный выбор ваш. Очень-очень медленно, никто вас здесь не торопит. Карта советует думать, прислушиваться, очень интуитивно относиться к домашним близким и к домашним делам. Здесь нет карт про деньги, слава богу, про семейный бюджет. То есть вот обычными шкурными делами вы не будете заняты. Это покой, это определенная упорядоченность или наступление какого-то тихого времени в семье после бурь, после каких-то там фейерверков. Вот. И да, есть еще двойка мечей, которая советует вам никого не слушать и очень-очень сохранять собственное «я». А самое главное, не делать никакого выбора. Вот смотрите, совет девам в семье на март. Ничего не выбирайте, связанного с родственниками и с домом. Не принимайте больших решений. Думайте и опять думайте, потому что выбор этот сделать нельзя. Только кажется, что вы выбираете, а он не может быть сейчас удачным и хорошим для вас. Вот. Спасибо, что посмотрели эти гадания. Я желаю вам удачной весны. И, пожалуйста, пишите вопросы и комментарии в мою рубрику «Вопросы и ответы». Я надеюсь, что она интересная по-прежнему для вас. Увидимся.